Оказывается, в тот момент, когда вы имеете плохое настроение, начнем мы именно с этого, то в момент плохого настроения вы можете пойти на работу или находиться дома, или начать гулять по улице. Попробуйте в этот момент отследить, кто вам звонит и с кем вы встречаетесь. Итак, в случае, если у вас плохое настроение внезапно произошло, то те люди, которые будут встречаться в момент плохого настроения с вами, те люди, которые будут общаться в момент плохого настроения с вами, это люди, которые будут целиком создавать в вашей жизни плохое настроение. Оказывается, если у вас есть в жизни плохое настроение и вам звонит в это время 10 или 15 человек с предложениями, так вот эти предложения обязательно приведут к негативу. Если у вас есть люди, которые вам в таком состоянии звонят и там начинают хвастаться чем-то, не общайтесь с этими людьми. Вообще заведите такой журнал и постарайтесь в этом журнале путем наличия плохого настроения, пока вам везет в жизни вашей, оно у вас появляется. Если у вас плохое настроение, если вы раздражены, и в этот момент вам начинает звонить телефон, то выпишите тех людей, которые звонят вам по телефону в тот момент, когда у вас есть негативное состояние, и постарайтесь с этими людьми в жизни своей никогда не общаться. Таким образом, это позволит вам целиком изменить свою жизнь, потому что это будет указание жизни на то, с кем можно общаться, а с кем нет. А теперь второй вариант. А когда у вас офигенно хорошее настроение, вы покушали, у вас хорошее настроение, приятное внутреннее состояние, нам в этот момент тоже могут звонить определенные люди. Так вот, с чем бы ни звонили эти определенные люди, с какой бы чепухой они ни звонили, и насколько бы вам не хотелось с ними общаться, знайте, это приведет вас к тому, что у вас будет это идти в улучшение лучшего вашего состояния. Что я рекомендую вам сделать? Заведите блокнот. И постарайтесь в тот момент, когда у вас в жизни есть нехорошие события, негативное настроение, плохое самочувствие, или вы плохо себя чувствуете, или там как-то настроены негативно к этому миру, то постарайтесь узнать, кто же из тех людей, которые вам звонят, вам не нужны в вашей жизни. Таким образом, устранив этих людей из своей жизни, вы можете полностью избавиться от того, что это будет в вашей жизни происходить. Таким образом, если у вас в состоянии негативном звонят люди, старайтесь вычленить этих людей, в дальнейшем не разговаривать с ними, не обсуждать какие-то вопросы, ну или попытайтесь поменьше с этими людьми контактить. В случае, если у вас хорошее настроение, если у вас подъем настроения, и в этот момент у вас происходят контакты, общение, то это будет выравнивать вашу судьбу. Даже в случае, если эти разговоры будут неприятные, даже в случае, если вы не хотите ответить на телефонный звонок, но у вас хорошее настроение, старайтесь это делать. Дело в том, что фактически любое настроение является катализатором ваших внутренних состояний. Итак, как же это происходит? Я вам сейчас расскажу. Сотрудник приходит на работу, и один из сотрудников, который ходит все время и мотыляет там как-то своими руками, постоянно этого человека раздражает. И он не обращает на это внимания, потому что он не темпераментный, он никому никогда не воспитывает, он просто это терпит. То есть он терпит и терпит и терпит. В этот момент он создает вибрацию накопления злости в середине своего тела. Эта вибрация злости в середине его тела заставляет того человека, на которого он злится, проявить реакцию в виде действия. Таким образом, тот человек, в сторону которого вы накапливаете злость, проведет по отношению к вам активное действие в виде выяснения отношений или в виде даже физических каких-то потенциальных нападений. Очень часто это есть в семейной жизни.
Муж такой весь хороший, добрый, отзывчивый, такой весь интеллигентный, интеллектуальный, толерантный и так далее. Но его на протяжении каждого дня начинает раздражать его жена. Она там толстая, она там волосы растрепанные, и там не так пахнет от нее, и там не так она смотрит, и там не тем занимается, и там не то еще что-то делает и так далее. В этот момент этот человек создает, но он не говорит своей жене этого, ну, естественно, никаким образом с этим не справляется. Он просто накапливает это в себе, и после этого, ну, это может быть и наоборот, то есть жена приходит домой, смотрит на своего мужчину и начинает злиться, потому что он там грязный или от него плохо пахнет, он денег не зарабатывает, он ее раздражает, он там слюнявый или волосатый или еще какой-то, я не женщина, не могу сказать. Это все раздражает такую женщину, и после этого она не выплескивает это состояние. Но зато, когда вы накапливаете здесь, то направление, которое вы создаете, заставляет из внешнего мира создать для вас события. То есть вы злитесь на этого человека, но ничего не говорите, внешне вы хороший человек. А этот человек создает события в виде выяснения отношений, в виде того, что он там топает ногой, в виде того, что он там говорит, давай там, я не знаю, давай я тебя там ударю, или давай ты, сволочь, там, ну и так далее. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Естественно, для этого человека, который просто терпит, но ничего из себя не выплескивает, становится парадоксом. Он такой весь хороший, но почему-то тот человек, который находится рядом, имеет к нему претензии. Так вот, вся проблема духовной, наверное, расстановки заключается в том, что мы не смотрим на то, что создает человек, а смотрим на то, что происходит в середине нас. То есть вы выделяли в середине или накапливали злость по отношению к этому человеку, этот человек создал предпосылки того, чтобы сделать вам уже на физическом плане больно в виде слов, в виде каких-то движений или в виде каких-то событий. Точно так же относится к деньгам. Смотрите, это такая особенность, она присутствует в нашей жизни. Она заключается в том, что если мы в середине злимся на то, что денег нет, значит эти деньги или эти вибрации начинают по нам бить. Помните, я на одном из своих семинаров говорил, что для того, чтобы собака стала доброй, если собака злая, ее нужно несколько раз ударить палкой, и тогда она становится очень доброй собакой. Точно так же происходит и в семье. Допустим, мужчина или женщина злые по отношению к другому человеку, но не выделяют эту вибрацию. Так вот, они не выделяют ее, но накапливают в середине себя по отношению к вот этой вибрации или этому человеку. Естественно, этот человек будет неконтролируемо создавать предпосылки конфликта, но уже проявляя это внешне. Так то, что у вас муж кидается на вас, или то, что у вас жена кидается на вас, целиком связано с тем, насколько вы в середине себя злой человек. Это отношение еще и к деньгам. Человек злится по отношению к деньгам, у меня нет денег, там все сволочи, там у меня забирают. Он злится, создает эту вибрацию, и его деньги бьют в том виде, что у него появляются долги к этому. То есть деньги его бьют долгами, вы представляете? Человек злится на себя, он говорит, вот я там пополнел или пополнела, или там вот я там похудел или похудела, я так на себя рассержена, я недостаточно хорошо работаю, там могла бы быть лучше. Это же злость по отношению к себе. Когда человек проявляет злость по отношению к себе, то данная злость в середине него, недоброта в середине себя к себе создает предпосылки внутренней боли. В тот момент, когда вы сконцентрированно злитесь на кого-то, или сконцентрированно ненавидите кого-то, или сконцентрированно у вас что-то происходит, старайтесь в этот момент переключаться. Как переключаться? На что угодно. Можно переключаться на мысление о политике, можно переключаться на мыслях о космосе, можно переключаться и вспоминать какой-нибудь стих. Почему-то вспомнился сейчас фильм
когда фильм «Брат», когда он поднимался по ступенькам, и для того, чтобы не бояться следующего события, он читал какой-то определенный стих. «До чего же дорог мне там кто-то дорог, в поле каждый колосок, и там 1000 дорог, в поле каждый колосок, солнце, что на небе горит», и там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И это называется Родина. Таким образом, человек шел, и в момент, когда ему было безумно страшно, потому что он должен был быть воином и воевать там за чью-то честь, совесть и справедливость, в этот момент он боялся за свою собственную жизнь, и он отвлекался. Таким образом, это доказательство того, что в тот момент, когда человек зациклен на том, чтобы бояться, самым лучшим элементом не бояться является элемент переключения или снятия сосредоточенности с переключением на какое-то другое мысленное действие. Дорогие мои уважаемые мужчины, если женщина выговаривается, если она вам что-то рассказывает, если она что-то вам говорит, никогда, запомните раз и навсегда, никогда в своей жизни не оправдывайтесь и не пытайтесь ей что-либо в этот момент объяснять. Вообще считайте, что это вас не касается в данный момент. Старайтесь отвлекаться, внимательно слушать. Каждый раз, когда она говорит, ты согласен, говорит согласен. И каждый раз ты изменишься, да, я изменюсь. И ты будешь, да, буду. И ты, сволочь, конечно. Не старайтесь никогда в жизни говорить, ты права, я тебе объясню. Забудьте эти слова. Забудьте. Забудьте эти слова и выключайте мозг рядом с женщиной, которая нервничает. Почему? Она в этот момент говорит это от чистого сердца. В этом слове есть слово «сердце». Скажите, в середине сердца мозг есть? Она пытается сердцем достучаться до мозгов. А вы пытаетесь мозгами объяснить что-то сердцу. Поймите, мы же на разных полюсах вообще. Поэтому никогда в своей жизни, я вам говорю это серьезно, никогда в своей жизни не говорите ничего жене и даже не начинайте. Я тебе сейчас объясню неправильные слова. Я тебе сейчас объясню, что вообще неправильно, вообще не объясняйте. Не объясняйте ничего, просто в тот момент, когда она договорилась, сказала, да, соглашайтесь со всем, что она скажет. И после этого говорите, все, больше так не будет, обожайте ее, целуйте и ничего не понимайте. В этот момент мужчина должен отключить свой ум вообще. Если в этот момент, когда женщина говорит, мужчина пытается что-то ей объяснить, это вообще ни к чему не приведет. Мужчина не понимает своими мозгами, что чувствует женщина, а женщина не чувствует то, что мужчина своими мозгами в этот момент понимает. Поэтому не стоит это... Была Великая Отечественная война, всем было в жизни очень плохо. И жизнь так была устроена, что каждый пытался каким-то образом выжить. Выживали взрослые, выживали их дети. Жизнь целиком была создана так, чтобы люди выживали, при этом тяжело трудились. Были ли у этих людей радости между работой и усталостью после работы, тяжелым физическим трудом? Вероятно, эта радость, она проявлялась в виде каких-то там, может быть, там даже, ну, вероятно, она проявлялась, но она была очень незаметна. Эти люди, которые жили в то время, они выросли, и они просто не научены каким-то образом проявлять состояние внутреннего счастья и внутренней радости. Так вот, придя или будучи рядом с таким человеком, можно ему сказать, я тебя очень люблю, и очень хорошо к тебе отношусь. И этот человек внутренне, он будет делать так, какие же они хорошие мои дети, как я их люблю, но в этот момент он может кричать, ругаться и нервничать. Таким образом, этот человек выделяет свою наученную внутреннюю любовь, представляете? Он таким образом выражает к вам хорошее отношение. В тот момент, когда этот человек выражает к вам таким образом злость, то не нужно защищаться, нужно говорить, и так со мной бывает, и после этого говорить, ну ничего страшного. Вы поймите,
Злость человека и проявление злости выделяется в том случае, если все вокруг него накапливают негативное отношение по отношению к этому человеку. Он бы этого не делал, если бы вы в середине не злились бы на этого человека. Я могу дать вам ответ. Дело в том, что когда вам очень плохо, и в этот момент вы начинаете общаться с большим количеством людей, то вы сеете плево негатива на протяжении своей жизни, который произойдет в будущем. Таким образом, у меня очень тяжелое состояние внутреннее, у меня потерял близкого человека, или там у меня тяжелое заболевание, или у меня какое-то очень сильное расстройство нервное, или у меня там потрясение какое-то, то в этом случае, если я начну активно вести какую-то деятельность, обсуждать это с кем-то, говорить это с кем-то, то я таким образом сею вот этот негатив в своей жизни. Вот чем большему количеству я позвоню, тем больше я его рассею в своей жизни. Я поэтому часто говорю, плохо, замолчи и спрячься, и постарайся ни с кем в этот момент не общаться. Вы представляете? Но зато, когда вам хорошо, тело у вас пышет здоровьем, у вас улыбка на лице, вы только что заработали много денег, у вас там очень хорошее внутреннее состояние, то вы можете пойти в торговый центр, начать общаться с большим количеством людей, заговорите с таксистом, заговорите с близкими, позвоните кому-нибудь, позвоните маме и так далее. Вы поняли? Таким образом вы сеете добро. И сеете в своей жизни это очень активно. Один человек ориентируется на то, чтобы видеть пыль в квартире, а другой человек ориентируется, чтобы видеть красивую квартиру. Вот если вы тот человек, который ориентируется видеть пыль в квартире, вы ее будете постоянно находить. То есть если вы ориентированы видеть какие-то плохие качества в вашем супруге или в вашей жене, или какие-то плохие события в вашей семье, и эта ориентация не изменяется, то вы не видите то, что является дворцом вашей семьи. Вы живете в великолепном дворце вашей семьи, где у вас есть помощь друг другу, вы одна семья, вы друг другу поддержка, она заботится о нем, он помогает ей. В этот момент это дворец, это сказочный дворец, где жизнь друг друга неповторима и где она связана с одним лишь словом, не мое, твое, а наше. И в этот момент человек умудряется говорить, я не вижу дворец, но я вижу все время пыль. Ты не видишь пыль, я тебе укажу на пыль. Вот пыль, 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 пыль. Ты еще не знаешь, а вот помнишь, вчера у нас была пыль, и вот сейчас пыль накапливается. Почему бы не запомнить, что не стоит, как там говорил наш Антонов, не стоит помнить прошлого в зеркальном отражении. Любовь бывает какой-то там ла-ла-ла, а жизнь еще какой-то. Таким образом, в случае, если человек начинает рассматривать мелочи, то он за вот этими мелочами не видит чего-то крупного. Вся проблема в семье заключается в том, что в семье люди привыкли видеть или подмечать мелкое, и на этом мелком создавать конфликты. А вы стараетесь видеть крупное, создавайте крупную семью, создавайте семью в виде идеализации образа. Вот смотрите, как к этому стремились короли. Они были обыкновенными людьми, но они создавали процесс не поиска негатива в своей семье, а поиска реальной реализации каких-то глобальных целей, где вся семья работала над реализацией одной какой-то глобальной цели. Вот подумайте сами, вся семья над реализацией глобальной цели может привести это в дальнейшем, эту семью, к процветанию? Ну, конечно, а когда в семье начинается, ой, ты не туда положил туфли, а ты не там разделась, а ты не там, ты не закрыл бачок. Это же поиск мелочей, понимаете? И выяснение обстоятельств в мелочах не дает обоим созидать или строить какие-то глобальные намерения, или создавать какие-то глобальные ценности. Понимаете, размениваясь на мелком, мы забываем о том, что самое крупное, самое дорогое в нашей жизни – это наша семья, и мы в семье сильные.
Андрей Андреевич, если человек очень уважительно относится к противоположному полу и любит, обожает его, то это означает, что у него всегда будет много денег, если между этим связь. И когда-то была очень интересная история. Я с ребятами поехал в Индию, и эти ребята подошли, один из ребят, женщина, подошла к одному из учителей, гуру, и задала ему такой вопрос. Она сказала: почему мне в моей жизни везет со всем, с мужьями, с детьми и так далее, но мне абсолютно не везет с деньгами? Он ей сказал следующие слова. Он сказал: если женщина не любит мужчин, то тогда ей будет всегда не везти с деньгами. Я с этим абсолютно согласен. Если у вас был плохой папа, вы его ненавидите и вспоминаете, то у вас никогда не будет денег. Если вы вспоминаете мужскую энергию только с позиции хорошей энергии, это касается и мужчин. Если мужчина вспоминает мужскую энергию только с позиции хорошей энергии, то это говорит о том, что в дальнейшем у этого человека будут деньги. Не нужно на этом зацикливаться, сейчас начнется. Все мужчины молодцы, все мужчины, я люблю, и отца своего люблю, и деда любила, и прадеда любила, и в рот любовь послала. Но это не пойдет, потому что это просто как бы, когда вспомню, тогда не злюсь. Это и называется любить. То есть любить — это значит не отталкивать, потому что мужская энергия — это энергия как раз. Когда есть помощь, когда, вернее, есть конфликт, в этом конфликте участвует один человек, условно назовем его нападающим, и другой человек, условно его назовем страждущим. Я не знаю, как потерпевшим или защищающимся. Смотрите, один человек воин, который нападает, другой человек воин, который не может принять нападение и пытается каким-то образом защититься. Вот смотрите, один нападает, другой защищается. А теперь вопрос. У них есть своя игра, это военные действия. В этой игре присутствуют два человека. Один нападает, другой защищается. В тот момент, когда вы влазите на поле военных действий, то вас спрашивают в этот момент, участвуете вы в этой войне или нет. Ответ в этом звучит так. Если ты попал на поле военных действий и ты не воин, то это подразумевает, что ты воин. Потому что ты должен занять место либо нападающего, либо защищающего. Вся. Таким образом, если к вам приходит кто-то и говорит: помоги мне, то вы фактически начинаете делать вот что. Вы начинаете участвовать в военном действии и занимаете сторону человека, который защищается. А это вас приведет к тому, что количество нападающих на вас увеличится в вашей жизни. Поняли? Чью вы сторону защищаете? Человека, который защищается. Таким образом, помогая защищающимся, вы можете получать большое количество в жизни нападений. Таким образом, из этого следует вывод. В этом треугольнике или в этом бинаре, который есть, в состоянии войны, где один нападает, где один защищается, если у вас мир, вам необходимо в этом участвовать или нет? Но это же неразумно получается. В случае, если есть война, один защищается, другой нападает, а у вас все хорошо, то тогда зачем вам нападать или защищаться? Тогда и не участвуйте в этом. Поймите, что когда у человека неприятности, этот человек живет сейчас в состоянии военных действий. Вам нужно участвовать в военных действиях. Если вам мало своих военных действий в жизни, тогда участвуйте. Вы поняли, да? Вот смотрите, как это обычно бывает. У вас жизнь ровная, после этого вы деньги отдали кому-то, теперь у вас деньги забрал этот человек и убегает. Вы должны быть либо защищающимся, либо нападающим. И это ваша ровная жизнь, она превращается в театр военных действий. Моя концепция верна? Таким образом, не участвуйте в том, чтобы помогать кому-то. Я не помогаю людям бесплатно. Я считаю, что это нехорошо. И я считаю, что каждый человек заслуживает то, что с ним происходит. Таким образом, всегда
приобретайте в своей жизни, помогая кому-то, энергию того человека, которому помогаете. Таким образом, если у человека неприятности, он защищается, и вы ему помогаете, вы участвуете в войне, как человек, на которого нападает. Таким образом, чего не хватает теперь? Нападения. Заняли кому-то деньги, представляете? Если человек занял деньги, то после этого на него начинает нападать. Кто? Да не имеет значения, кто будет нападать. Близкие будут нападать. Будут нападать какие-то органы проверки, там будет нападать, и будут неприятности. Каждый раз, когда человек занимает деньги, у него начинаются определенные жизненные неприятности. Очень часто лень можно убрать, если человек начинает петь. Об этом петь, об этом очень хорошо знали люди, которые жили в Советском Союзе, потому что жизнь была тяжелой, приходилось рано вставать, поздно ложиться, и человек просто физически истощался и начинал быть слабым, и это все приклеивалось к этому еще и тяжелые состояния и болезни, там психические, вернее психологические нагрузки и так далее, вечный бой. И Советский Союз и советская власть, они не знали, каким образом сделать так, чтобы у человека начала появляться какая-то энергия. И они проанализировали целые институты, посмотрели, каким образом можно помочь человеку, и придумали, что человеку можно помочь избавиться от лени, если он поет. Наверное, это звучит глупо, но я хочу вам дать совет. Когда вам лень, то начните громко петь. «Белые розы», выучите несколько текстов хорошей песни. Я это уже давно заметил. Когда я прихожу домой очень уставший, я поднимаю своего ребенка и начинаю петь тра-та-та, мы везем с собой кота и так далее. Таким образом, я сразу же восстанавливаюсь, и мне хочется что-то делать, что подбрасывать ее, там, целовать и так далее. А теперь смотрите, у нас есть река жизни, наша жизнь, но у нас есть еще корабль, то есть наша, грубо, судьба и наш корабль, в котором мы плывем. А теперь скажите, наш корабль куда-нибудь приплывет, если нет итогового какого-то рубежа или итогового города? Смотрите, есть капитан, есть корабль, но этому кораблю некуда плыть. Тогда приплывет ли этот корабль куда-нибудь? Если у корабля есть капитан и есть руль, значит он куда-то должен приплыть. Таким образом, если человек ни к чему не стремится, то тогда его жизнь будет без каких-либо событий. А скажите, как приятнее жить, без событий или все-таки, чтобы события были? Ну вот, у каждого человека есть всегда выбор. Если он ставит себе цель, или стремится к чему-то, тогда его жизнь будет насыщена событиями. А в случае, если он ни к чему не стремится, тогда его жизнь не насыщена событиями. Сейчас я вам объясню. Каждый день, когда человек читает мантру денег, эта мантра денег накапливается на протяжении 1 года. Вот смотрите, результат от того, что вы читаете мантру денег, вы получите через год в этот день. Вот я сегодня читаю мантру денег, Манипхадры, у меня увеличится немножечко материальное благополучие, но по-настоящему плоды от этого я получу только спустя 1 год. Почему? Потому что жизнь человека, или 9 месяцев, или 1 год, жизнь человека устроена по принципу астрального переворота. 108 бусин. Что на это влияет? На это влияет 9 планет, умноженные на 12 знаков зодиака. 108 первопричинных эманаций жизни, которые создают условия, при котором что-то будет происходить. То есть это те условия, которые называются совпадения,
это те условия, которые называются невероятные совпадения, или невероятные истории, или невероятные какие-то движения жизни. То есть это создается на протяжении 9 месяцев или на протяжении 12 месяцев. Очень хочу вам дать совет. Если вы читаете мантру Манипхадры, то читайте ее ровно год. Вот когда вы ее год отчитаете, то вас прорвет спустя 1 год, и вы после этого никогда в жизни уже не будете испытывать потребность в материальном благополучии. То есть у вас будут всегда деньги, и вы никогда не столкнетесь с тем, что называется бедная жизнь. Надо при свете читать с открытыми глазами, а когда солнце село, то с закрытыми. Друзья мои, если вы читаете мантру с целью убрать что-то из жизни, то читайте их с закрытыми глазами. Если что-то привлечь в жизнь, то читайте их с открытыми глазами. Руки, которые направлены вверх, это значит привлекают в вашу жизнь что-то. Руки, направленные вниз, вот так вот, отталкивают что-то из вашей жизни. Поэтому, если вы положили руки вниз на колени вот так, то тогда вы будете читать мантру денег и будете деньги отталкивать из своей жизни. Если ваши ручки лежат вот так или вот так на животике, таким образом вы будете привлекать в свою жизнь материальное благополучие, если будете читать мантру денег. Понятно? Таким образом, это объясняет, что массированные намерения многих людей, они не дают эффекта и не достигают нужной цели. Они блокируют друг друга, как шар, который летит, ударенный одновременно 55 палками, или 50 шаров, которые должны прийти в одну лузу. Смотрите, намерение же одно, а поток создает несколько людей при помощи разных палок, разных шаров. В итоге это намерение не будет использовано или не будет исполнено, так как создается электроинформационная помеха массированная, и после этого происходит колоссальное, невероятное матричное искажение. Я об этом сейчас рассказывать не буду или погружаться в тему. Поэтому, друзья мои, до одного места то, что вы создаете поток, до одного места, что вы все вместе там за что-то молитесь, до одного места, что вы там что-то делаете. Почему? Это особенность эзотерики, вы представляете. Если все вместе ненавидят одного, ему ничего не будет. Но если ненавидит один, то тогда он может этого человека поломать. Это особенность в эзотерике. А один в поле воин, если этот человек яркий эзотерик. Итак, начну я с первой эзотерической тайны, которая называется «Злость и доброта». Оказывается, эти слова имеют ключевую задачу или ключевую функцию в тот момент, когда человек начинает идти в духовном росте и старается себя каким-то образом развить. Итак, давайте я начну это с пословицы, которая звучит так. Скажите мне, какая собака добрее, та, которую побьют, или та, которую погладят? Света, не клацай. Итак, собака, которую побьют, это собака, которая добрее. Оказывается, если побить собаку, то она начинает не отходить от вас, а постоянно просит, чтобы вы извинили ее, просит, чтобы вы ее погладили, просит, чтобы, наверное, сама гладится. То есть она занимает какое-то время на то, чтобы более интенсивно находиться рядом с вами. А теперь давайте ответим на наши вопросы, которые могут звучать так. Итак, на меня в семье обижаются, и меня в семье не любят. Вопрос, почему так происходит? Потому что в середине себя вы излучаете состояние накопленной злости на того человека, который после этого на вас срывается. Таким образом, если есть человек, который на вас срывается, это говорит о том, что вы в середине себя накапливаете потенциальную энергию злости.
Именно поэтому такой человек на вас срывается. Вот давайте теперь, как это у нас происходит. Человек в середине себя накапливает раздражение и накапливает злость. Это чувствует другой человек, и этот человек является тем бичом Божьим, который наказывает этого человека за его внутренние элементы накопленной злости, и после этого эта злость исчезает. Таким образом, человек, который злится, в дальнейшем становится добрым человеком, если его побить палкой. Но это я так шучу. Злость – это самый яркий симптом абсолютно плохой жизни человека. Оказывается, если вы злитесь на себя, то в ваше тело будет бить болезнь. Если вы злитесь на себя за слабость, ваше тело будет биться об болезнь, или болезнь будет бить ваше тело. Вы злитесь на то, что у кого-то есть материальный успех, вы злитесь на то, что у вас ничего не получается, у вас не будет ни материального успеха и никогда не будет никакого толка, не связанного ни с материальным миром, ни с какими-то заработками. Естественно, в отношениях, которые есть в семье, на первое место нужно ставить элемент, который называется доброта. Нужно найти в середине себя внутренние состояния, при котором доброту нужно ставить на первое место. Быть более добрее к своим детям, быть более добрее к тем людям, которые посвящают вам свою жизнь. Быть более добрее к тем людям, которые с вами засыпают и просыпаются. Быть более лояльнее и толерантнее к тем людям, которые с вами живут, несмотря на то, что они злятся или веселятся, или там как-то себя ведут. Стараться быть добрым человеком к тем людям, которые посвящают в вашей жизни свою жизнь. Второй принцип счастливой жизни или симптомом хорошей жизни или плохой – это принцип неотталкивания. Очень часто в нашей жизни мы отталкиваем от себя события, мы отталкиваем от себя возможность общения, мы отталкиваем это через свой внутренний эгоизм. И как это происходит, я сейчас расскажу. Каждый день вам жизнь дает определенные события. Каждый день новая минута жизни является проекцией божественного экрана вашей жизни. Смотрите, каждая следующая минута вашей жизни – это то, что вам дает Бог, для того, чтобы вы это все могли видеть как телевизор и радоваться этому всему. Но в какой-то момент человек что-то в себе изменяет, и это начинает вызывать в нем колоссальное внутреннее страдание. То есть человек начинает говорить: мне не нравится то, что я вижу, мне не нравится то, с кем я живу, мне не нравится, на чем я сижу, мне не нравятся эти люди, мне не нравится это, мне не нравится это. Но ты-то ни при чем, ведь это дает тебе божественная энергия. То есть если это дается тебе, то ты тогда должен это принять и насладиться тем, что тебе дается. Таким образом, если человек в своей жизни старается все отталкивать, не принимать, то тогда у него жизнь сокращают. Или создают такие предпосылки, при котором он будет не жить, а находиться в состоянии холодца, при котором события происходить просто не будут. Вот смотрите, как это происходит. Все, что является будущим, это является элементом, который сейчас должен появиться. Я иду по улице, я не вижу человека, и он должен появиться. Когда он появится из будущего. То есть я иду по улице, и навстречу ко мне приходит человек, которого я давно не видел, и не ожидал его увидеть. Этот человек, его зовут там Вадим. Я с ним разговариваю, после этого мы разговариваем с ним в настоящем времени. После этого я с ним поговорил, и он ушел в прошедшее время. Таким образом, в случае, если я буду каждого человека воспринимать в настоящем времени, а ведь этот человек, это не то, о ком я думал, а то, что создало провидение для того, чтобы я этого человека увидел. С каждым человеком таким, с которым я буду встречаться, это будет человек, который мне дается с какой-то целью и для чего-то. А также все, что мне дается, я могу в настоящем времени воспринять с радостью, принимая это, с радостью, не отвергая, и с радостью, не отталкивая. Таким образом, если я отталкиваю это, то мне больше это не дается. Смотрите, как это происходит. Я рассчитываю за
такси, и при этом у меня появляется жаба. То есть я думаю, ой, как же мне надоело, я больше не хочу никогда рассчитываться. То есть что я делаю? Я отталкиваю от себя возможность контактить с энергией денег. Таким образом, я отталкиваю энергию денег. А нужно было, отдавая, приобретать. Помните, я говорил, я покупаю себе материальное благополучие после того, когда я рассчитываюсь в такси. Таким образом, принцип неотталкивания является одним из самых важных принципов в жизни. Нужно принимать ту жизнь, в которой вы живете, потому что она создана по принципу жизни, специально созданной для вас. Но человек в силу своего человечества или человеческих каких-то качеств, он умудряется быть не божественной энергией, не расти духовно, становиться как Бог. Он становится тем существом, которое старается быть судьей для Бога и для людей. Ой, это мне не нравится, это мне нравится, а это хорошо, а это плохо, а эти люди дебилы. Кстати, о дебилах людях сейчас тоже расскажу. Вот подумайте сами, смотрите, человек, который живет в обыкновенном социуме, он где-то вот так вот начинает с людьми общаться. То есть он поговорил с человеком, после этого идет и говорит, боже, какой дебил, и это дебил, а это сволочь, а этот тунеядец, а этот придурок, а этот наркоман, эти люди вообще идиоты, вообще я живу в стране идиотов, козел намаханный и так далее. То есть человек начинает изъявлять из себя состояние страдания и отталкивания большого количества людей от себя. Таким образом, он страдает от того, что он находится в социуме. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы такой человек не страдал? Такого человека посадят в тюрьму. Почему такого человека посадят в тюрьму? Потому что человек в тюрьме будет одиноким человеком. Таким образом, он, отталкивая людей, которые вокруг него находятся, он приобретал способность или проявлял свое внутреннее желание сделать так, чтобы людей вокруг него не было. Таким образом, такого человека просто возьмут где-то и создадут условия, при котором он сядет только к тем людям, которые являются такой же частью, как и он. То есть, а это лохи, а это дебилы, а это сволочи. То есть он найдет не сволочей, не дебилов, не лохов. И это люди, которые будут вместе с ним сидеть в одной камере. Таким образом, человеческая жизнь, она целиком устроена по принципу, что если человек отталкивают, то ему дают возможность сделать так, чтобы этого в его жизни не было. Если вы каждый день отталкиваете своих близких и страдаете по этому поводу, будь что, придуманная идея, злость, переживания в семье, это все в дальнейшем может создать предпосылки отталкивания этой энергии от вас. Если вы страдаете в том, что вы живете в семье, то тогда эту семью у вас будут забирать. Если вы страдаете, что у вас там муж рядом находится, у вас этого мужа будут забирать. А почему этот муж к вам относится плохо или хорошо? Почему вы злитесь, и после этого он вместо того, чтобы обнять вас, начинает нападать? Это же целиком связано с тем, что вы в середине накапливаете злость. Злость является ключевым моментом в жизни человека. Мы злимся на себя, и нас бьют заболеваниями. Мы злимся на то, что у нас нет денег, у нас их вообще забирают. Мы злимся, что рядом кто-то там неправильно чавкает, начинаем воспитывать, у нас ничего не получается, и мы еще сильнее злимся. И после этого это все нас ударяет, потому что этот человек находит повод конфликтовать. И это мы создаем сами. Мы сублиматоры внутренней злости. Таким образом, если вы будете отталкивать и вы будете злиться, то вы никогда в вашей жизни не будете успешными людьми. Вы всегда будете несчастными. Сегодня было интересно. Итак, две вещи мы уже рассмотрели. Итак, первое. Никогда не отталкивайте ничего в своей жизни. Принимайте это в своей жизни. Происходит это в вашей жизни, не бойтесь, делайте это. И второе. Старайтесь быть беззлобными людьми. Третье. Нужна ли человеку память? Естественно, мы скажем сейчас, человеку нужна память. А теперь мой вопрос как эзотерика к вам. Скажите, там видно меня, слышно? Да. Все хорошо. Как эзотерика к вам, я хочу задать этот вопрос, он звучит так. Почему мы любим маленьких детей? Почему человек любит маленьких детей? Почему ребенок растет, и мы его любим, а потом в какой-то момент перестаем любить?
Я очень долго наблюдал за такими детьми и никак не мог понять вот этого момента. Оказывается, одного ребенка хочется схватить, мять, терзать, целовать, обнимать, а другого ребенка не хочется ни схватить, ни обнимать. Я думал, с чем связано это, что у нас к одним детям появляется порыв, а к другим детям такого порыва не появляется. Со временем я понял, оказывается, если человек начинает помнить все, что было у него раньше, то он, как правило, помнит только негативные состояния того, что было раньше. Таким образом, он накапливает элементы прошлого в своей жизни, и из-за элементов прошлого человека не хочется любить в настоящем. Поэтому те дети, которые очень быстро прощают и не помнят, что было 20 минут назад, их любят больше, чем обидчивых детей, которые постоянно обижаются, которые постоянно вспоминают, которые постоянно тянут что-то из прошлого, которые постоянно анализируют. Из этого следует вывод. Друзья мои, скажите мне, насколько для вас важно ковыряться в прошлом? Я хочу вам сказать, ковыряние в прошлом является тем, что вам не даст возможности быть человеком, которого можно безвозмездно или просто так любить. Постоянно будут возникать вокруг вас люди, которые будут иметь к вам претензии. Претензии будет иметь еще и внешний мир. А наверняка здесь есть люди, которые занимались расстановками или занимались системными расстановками, или занимались системами воспоминаний, там, реинкарнациями и так далее. Скажите, ухудшалось общее состояние после каждого такого процесса? Я вам скажу сам, ухудшалось. Почему? Потому что когда вы начинали ковыряться в том, что было раньше, вы начинали делать всплеск этой энергии негатива, и вы становились в какой-то момент загрязненным. Это как с маленькими детьми. Те, которые ничего не помнят, их хочется обнимать, потому что они, как и раньше, нормальные. А те, которые помнят, начинают ставить вперед руку и говорят, не надо. Почему? Потому что опомнишь вот тогда и так далее, и так далее. То есть это нарушает общий объем коммуникации человека. Его вот эта память, запоминающее устройство, которое постоянно заставляет его помнить все негативное, заставляет его быть некоммуникабельным человеком. И в дальнейшем именно поэтому у него получается отталкивание, недоверие, отсутствие коммуникации. И это все приводит к тому, что человек такой начинает страдать. В итоге это и порождает внутреннюю злобу, злость, неверу в себя, отталкивание из своей жизни каких-то событий. Поэтому вывод из этого звучит такой. Друзья мои, что бы ни произошло сегодня, не вспоминайте об этом завтра. Все, что произойдет сегодня или произошло час назад, старайтесь не думать об этом. А как же быстро убрать у себя это недумание? Могу дать очень простой совет. Переключайтесь. Вы настолько иногда заколебливаете себя, вы настолько себя заколебливаете иногда, вам что, не о чем больше думать. То есть у тебя жизнь связана с тем, что вокруг тебя находятся растения, растут дети, там, у тебя там в животике булькает, вокруг там птички летают, но ты сосредоточен только на одной идее. И эта идея, вот он мне сказал утром, он мне сказал утром, он мне сказал утром, он мне... Но он же утром сказал, а уже обед, он утром сказал, а уже вечер, он утром сказал 2 года назад, а у тебя все это еще до сих пор сейчас происходит. О каком духовном росте может идти вообще в априори речь, если человек все время вспоминает то, что было раньше? Человек, который все время вспоминает то, что было раньше, не создает для себя возможности жизни в данной минуте времени. Он отталкивает ту энергию, которую дает ему Бог, для того, чтобы он получал от этой энергии удовольствие. Именно поэтому в жизни ничего и не происходит. Одна и мешает человеку. Тебе дают жизнь, ты не живешь, а только живешь воспоминаниями. Они тебя мучат, и ты в этих воспоминаниях мучаешься. Можно ли что-то сделать с этими воспоминаниями? Друзья мои, вы знаете, ошибка целого социума, в котором мы проживаем, всемирного социума, заключена в том, что почему-то люди не умудряются помнить все хорошее. Но вот бляха-муха. Вы знаете, большое количество людей, которые проживают в своей жизни, они вновь и вновь тянут только негатив. Почему?
Да фиг его знает. Просто это целиком связано с тем, что, вероятно, мы рождены мазохистами. И вот это состояние бесконечного мазохизма заставляет нас без конца тянуть только какую-то фигню из нашей жизни, в которой мы прожили. Почему бы не научить себя вспоминать только хорошее что-то в своей жизни? Находить, возможно, какие-то воспоминания, которые были посвящены тому, как росли дети, о том, как кто-то рожал, о том, как были сделаны первые шаги, о том, как и были вкусные там еда и там хорошие вечера. Если вы начинаете вспоминать, ну вот почему вы постоянно стараетесь вспоминать только плохое? Ну почему мы устроены так, что нам необходимо помнить только плохое? Сегодня 10 человек было на приеме, у 10 человек говорю, ну и как были дела, что там было раньше, ай, лучше и не вспоминать. Ну что, твоя жизнь целиком была связана только с плохими событиями? Нет, нет, у меня что-то там было хорошее, а вот что я уже не могу сказать. Естественно, в случае, если человек помнит только плохое, то его жизнь, она имеет настрой. И этот настрой отрицательный, не позитивный. Так устроен человек с самого детства. Есть разные дети. Есть дети, которые настроены на позитив. Это дети, которые во всем видят только хорошие элементы. Они хохочут, они радостно воспринимают все, они вспоминают только хорошее, у них радостные минуты жизни. И эта хорошая жизнь, как чаша, наполняет их жизнь, и после этого они даже в воспоминаниях своих пропускают те элементы, которые были связаны там. Отец домой пришел пьяный, маму побил, не помнят. Но вот когда там кто-то кого-то взял на рыбалку и там ловили рыбу, помнят всю жизнь. То есть у каждого человека были не только плохие ситуации, а были и хорошие. Но только вот эта ориентация внутренняя, когда человек не может ориентироваться на хорошее, она остается. И после этого это выглядит так. Хочу задать вопрос. Если человек ориентирован видеть пыль во дворце, увидит ли он то, что он находится во дворце? Представляете, опыт такой. Заходят 2 человека во дворец, который инкрустирован драгоценными камнями, а стены инкрустированы золотом. И этот человек, зашедший во дворец, говорит следующие слова. Каждый из них нацелен на разные вещи. Один нацелен видеть красоту дворца, а другой нацелен найти в этом дворце пыль. После этого эти 2 человека находятся 1 час в этом дворце. Каждый из них выходит, и после этого один другому задает вопрос. Ой, ну как тебе понравился дворец? Говорит тот человек, который во дворце рассматривал дворец. Тот, который дворца не видел, говорит, ну, конечно же, не понравился, потому что куда ни посмотришь, всюду пыль. Таким образом, ориентация человека – это очень важное явление. Человек должен переориентироваться на позитивное восприятие окружающего мира. Это важный процесс. Но кто же научил его вспоминать пыль? Научил его вспоминать пыль прошлый опыт его воспоминаний. Представляете? Он с самого начала был ориентирован на то, чтобы иметь опыт, воспринимать пыль, вместо того, чтобы иметь опыт, рассматривать дворец и видеть во дворце дворец. А скажите, кому из них было приятнее? Тому, кто выявил пыль во дворце, или тому, кто рассматривал красоту этого дворца? Кто из них получит больше наслаждения от жизни? Тот человек, который умудрится видеть дворец, или тот человек, который умудрится видеть во всем пыль? Это касается наших семей, касается наших отношений, касается нашей работы. Почему? Очень часто человек, который начинает жить в семье, он умудряется рассматривать не дворец семьи, а рассматривать пыль, которая есть в этой семье. Человек, который начинает заниматься бизнесом, он начинает рассматривать предпосылки пыли, вместо того, чтобы радоваться событиями и строить свой дворец. В отношениях к себе человек ищет какие-то происки, то есть для него гораздо важнее его внутренние депрессии, спазмы, и он не обращает внимания на дворец, который выглядит в виде еще пока молодого красивого тела, который изменить невозможно и который он почему-то постоянно старается каким-то образом в себе заколотить. То есть человек умудряется видеть пыль в себе, не понимая, что он и является дворцом своих внутренних органов и внешнего проявления. Он находит пыль в своей голове, не понимая, что он является элементом накопленных энергий, мыслительных процессов, которые отличаются от каждого другого человека.
Это вот и есть вот эта духовная ориентация, которая практически мгновенно может изменить жизнь другому человеку или любому человеку, который живет в жизни. Это особенность такая, ориентироваться на доброту, ориентироваться и не помнить то, что было вчера. Почему? Но зачем мне вчера, если я хочу ориентироваться на то, что происходит сейчас? А ведь быть недобрым, это значит помнить то, что было час назад. Это нужно быть настолько недобрым человеком, чтобы несколько месяцев или лет вспоминать одного и того же человека, постоянно его переваривать. Это быть недобрым к себе, это быть недобрым к тем событиям, которые давал Бог на протяжении жизни нам. Это те события, которые даются нам, и мы все время как те кошки, которые фыркают и не хотят, чтобы их гладили. То есть нам дают, а мы говорим, нет, это плохо. Нам говорят, вот тебе тазик, нет, мы насрем мимо. Нам говорят, вот для тебя вкусная еда, нет, она недостаточно вкусная. Давайте сегодня попробуем в себе найти все-таки эти качества, которые называются хоть немножечко переориентироваться на более позитивное мировосприятие. Вы понимаете, более позитивное мировосприятие, это значит радоваться тому моменту, с кем или тем людям, с кем вы живете. Принимать их с их комплексами, какими-то завихрениями в голове. Не злиться на этих людей, а также, если злитесь, переключаться. Не помнить то, что было раньше, а если вы хотите что-то вспоминать, то старайтесь не вспоминать ни в коем случае ничего плохого. Находите что-то хорошее, позитивное, яркое в той жизни, в которой вы прожили. Найдя что-то позитивное и яркое в той жизни, в которой вы жили раньше, безусловно, улучшить все состояния и все элементы, которые начнут происходить в ваших будущих моментах жизни. Таким образом, каждый из вас может очень быстро измениться в своей жизни, если начнет вспоминать только хорошее, жить только хорошим, проявит к себе, к близким еще и элемент внутренней доброты и начнет прощать. Почему прощать? Прощать это значит не помнить. Если вы помните и не можете простить, то переключайтесь, понимаете? Во что можно переключаться? Можно переключаться в работу, в заботу. Это самое страшное, когда человек начинает тянуть одну и ту же идею. Я часто вижу людей, которые живут в одних объективных программах. То есть человек нарисовал себе какую-то идею, слепил себе какую-то программу и не может с этой линии уйти. Она является ключевой программой, он ставит штампы на человеке, ставит печати и после этого не видит человека, который может меняться, но видит печать, которую он поставил на этого человека. При этом сам этот человек является еще и внутренне злым, и поэтому после всего начинает еще и получать. Вы, наверное, видите, мы начинаем получать. Вот смотрите, вы мне говорите иногда, приходя ко мне на прием, говорите, я вообще никого в семье не трогаю. Я вообще никому не лезу, я стараюсь вести очень разумный, мягкий образ жизни, там никому не лезу и хотела бы или хотел, чтобы меня никто не трогал. Нет, не получится. Почему? Потому что ты их раздражаешь, потому что ты в середине злишься. Злость, которая находится в вашем теле, в середине вас, это то раздражение, которое проявляет человек, который находится рядом с вами. Вы представляете? Вы злитесь на ребенка, он раздражается на вас. Вы можете поверить? Вот смотрите, вы хотите ребенка ударить, знайте, ваш ребенок предварительно злился на вас. А если ребенок злился, то вы являетесь помехой для него. Поэтому нужно это воспринимать более глубоко. Это духовные такие рассматривания глубоких глобальных процессов. Каждый человек в середине себя создает определенные вибрации. Если вы в середине злитесь, то тот человек, который рядом, он может совершить какое-то действие по направлению к вам. Потому что внешний мир – это мир действий, внутренний мир – это элемент притягивания. Злоба в середине вас притягивает по отношению к вам агрессию. Ну вот так мы и устроены, вы представляете, как два магнита. Вы злитесь, вас бьют, вы не принимаете внешний мир, вам ничего не дают. Вы постоянно злитесь, что с вами так происходит, почему так происходит, может быть вспомнить, расстановить, там еще что-то сделать. И в итоге получается не лучше, а хуже.
Вы знаете, осознанность духовная или осознанность каждого человека, она заключается в том, что каждый раз человек, совершая поступок или произнося какую-то речь, должен задать себе вопрос, для чего или зачем я это сделал. То есть, что я с этого буду иметь, правильно? Или зачем вообще это я делаю? То есть, если человек ругается и тянет целый день какие-то события, то эти события являются, и они являются ключевыми. Он должен себе задать вопрос, зачем мне это? То есть, что я хочу в итоге получить? То есть, если я тяну события прошлого опыта, если я тяну вот то, что было раньше, то тогда, если это там на работе, то тогда, возможно, я хочу уволить сотрудников. Если это в семье, тогда я ищу повод для развода. Если это там какие-то выяснения отношений на улице, это значит, я хочу с кем-то разбежаться и больше не общаться. То есть каждый раз, когда человек что-то произносит или каким-то образом говорит что-то кому-то, или даже делает какое-то действие, то, будучи осознанным человеком, он должен задать себе вопрос, для чего мне это нужно? Так вот вопрос, зачем нужно одному человеку говорить, кем он был в прошлой жизни, держа в руке зеленую некрасивую абрикосу? Смотрите, что я выберу? Часовое воспоминание о том, как я съедал персики, если я голоден, или я выберу кислую абрикосу, которую я положу в рот и разжую? Скажите, по вашему мнению, что будет для меня ценнее? Кислая абрикоса сейчас, которую я съем, или воспоминания о персиках, которые у меня там в голове? Конечно же, это же понятно даже глупому человеку. Естественно, легче один раз съесть даже кислую абрикосу, чем 1000 раз представлять сладкие персики или вспоминать сладкие персики. Наши воспоминания, даже прошлых жизней, они ничего по отношению к тому, насколько может быть вкусная и интересная настоящая жизнь с настоящими событиями. Даже если в прошлой жизни у вас было много персиков, дорогая машина, все равно в настоящем моменте абрикоса будет вкуснее всех тех событий. Тогда вопрос, зачем они нам нужны? Но я могу дать ответ, для того, чтобы манипулировать другими людьми, которым мы вчухиваем вот такую вот информацию. И я считаю это неэстетично, некрасиво и очень жестоко. Есть правила кармы, которые звучат так. В одной жизни ты убиваешь одного человека или 10 человек. Так вот, если ты убил одного человека, то в каждой следующей жизни тебя один раз убьют. Если ты убил 10 человек, то в каждой следующей жизни 10 раз тебя будут убивать. Если ты убил 100 человек, то в каждой следующей жизни один раз в жизни тебя будут убивать один раз, и ты будешь перерождаться 100 раз. Таким образом, само перерождение и называется отработать прошлые жизни. Я вам хочу дать совет, вообще туда не лезьте, вообще, потому что это вас вообще не касается. Не нужно отрабатывать прошлые жизни, нужно не отталкивать настоящие моменты. Вы лезете туда, куда не нужно, при этом забывайте о том, что вы живете сейчас. А вот насладиться тем, что вы живете сейчас, этому нужно научиться. И для этого нужна определенная энергетика и психическая энергия. Итак, о чем мы сегодня говорили? Итак, первое. Злость и доброта. Понятия вполне обоснованные, наверное, и которые могут открыть очень сильно глаза человеку, который идет навстречу духовному росту. Духовный человек – это тот, кто воспринимает свою жизнь и не отталкивает события. Это человек, который принимает и делает это так. Если кто-то злится, он делает вот так. Вот, теперь я знаю, человек злится. И такое в моей жизни было. И после этого переступает и идет дальше. Духовный человек или тот человек, который движется к духовности, это человек, который не тянет события даже одного дня, а старается эти события забывать. А ведь это и называется прощать. А ведь прощать – это элемент, который позволяет не помнить. Открываешь любые тексты любых духовных
учителей, там везде написано прощать, 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 прощать. А что же такое прощать? Друзья мои, прощать это значит не помнить. Простить это значит отпустить. Зачем прощать, если можно не помнить? Слушайте. Каждый раз, когда человек начинает становиться верующим человеком, он начинает делать вот что. Он начинает думать, что он может быть судьей перед другими людьми, потому что они верующие или неверующие. Как вы думаете, зачем Бог создал землю? Бог создал землю для того, чтобы человек, живущий на земле, начинал видеть каждый следующий момент и радоваться от этого события. Для того, чтобы человек не умирал, он создал животных и растения, которые отдает этому человеку в жертву. Каждый наш момент, в котором мы живем, хотите вы или нет, это жертвоприношение божественной энергии следующего события, которое появляется в вашей жизни. Бог вам это жертвует, а вы это принимаете или нет. Бог таким образом относится к вам как к Богу. Вот поставьте идола и начните этому идолу молиться и ставить там жертвоприношение. Так вот, Бог это та энергия, которая дает нам каждое событие, каждого последующего момента нашей жизни. Если мы это от себя отталкиваем, то тогда мы не принимаем жертвенных преподношений. Если мы не принимаем жертвенных преподношений, то тогда тот, кто нам делает эти преподношения, злится на нас, потому что мы недобрые. Согласны с этим? Смотрите, все, что создано Богом и дается человеку, нужно благодарно принимать. Поэтому, если Бог создал животных для того, чтобы человека, если человек съел животное, то животное в следующей жизни не переродится животным и не будет больше страдать на земле. Если человек духовный практик и животное поможет ему развить в себе способность принятия, то в дальнейшем такой человек, вернее, в дальнейшем это животное никогда в своей жизни не будет перерождаться животным. Очень часто человек в своей жизни начинает жить по принципу: почему же у меня не получается, как же мне сделать так, чтобы у меня начало получаться, кто же в этом виноват, что у меня не получается, почему же в моей жизни невезение, как с этим справляться, как это все удалять. И начинается вот это бесконечное ковыряние. Каждый раз, когда вы ковыряетесь, вы забываете, что это и является вот эта настройка, которая позволяет вам в дальнейшем жить именно в той программе, которую вы себе настраиваете. Ну где-то это выглядит так: почему не получается у меня жить счастливо, почему у меня нет любимого мужчины, почему этот любимый мужчина не хочет со мной жить, почему он постоянно что-то ищет на стороне и так далее. Но ведь это и есть программа. Давайте я по-другому скажу. У вас же других мыслей нет, и у вас появляется мысль такая: не получается зарабатывать, нет хорошего мужчины, не везет в жизни. Не получается зарабатывать, нет хорошего мужчины, не везет в жизни. Не получается зарабатывать, нет хорошего мужчины, не получается жить в жизни с любым мужчиной. Это же и есть программа, правильно? То есть каждый раз, когда вы начинаете негативить и переживать внутри себя, вы таким образом ставите внутреннюю программу, которая является той программой, которая из вас выходит. Вы представляете? И тут есть моя рекомендация: изменить это все очень легко и очень возможно, и сделать это можно быстро. Попробуйте жить через определенное слово. Это определенное слово звучит так: слово «пока». Пока. Пока не получается жить с любимым мужчиной, пока я холостая одна, пока мне не везет в жизни, пока все очень плохо, пока что-то там не получается, пока что-то там происходит не так. Вот это слово «пока» – это слово, которое создаст вибрацию движения. И после этого уже мотивациями и надеждой. Таким образом у вас создается вот такая внутренняя надежда, которая позволит вам полностью изменить свою судьбу. Если вы болеете, то каждый раз не страдайте, говоря, почему я болею, говорите: пока я болею, но скоро выздоровлю.
Нету денег для того, чтобы оплатить квартиру, нужно говорить, пока нет денег для того, чтобы оплатить квартиру, но скоро появится, и я оплачу. Я еще не артистка Украины, пока я не артистка Украины, скоро я научусь петь и буду артисткой. Расширив состояние внутреннего принятия людей, как бы отбросив внутренний эгоизм, мы можем расширить свое мировосприятие вот такой внутренней духовности и духовной любви. Человеколюбие – это вот то, о чем я постоянно говорю, это когда ты смотришь на человека и не воспринимаешь его через призму, раздражает он тебя, нравится он тебе или нет, а ведь раздражает, нравится или нет, это целиком все связано с внутренним алгоритмом «я». Почему он меня раздражает? Потому что я важный, деловой и умный, а он не важный, не деловой и глупый. Каким-то образом влияет на меня, и меня это раздражает. То есть у меня одни цели, у него другие, и я его не могу принять. Именно поэтому я и раздражаюсь. Так вот, настоящая духовность – это расширить свое внутреннее состояние любви по отношению к людям через состояние их принятия. Вы представляете, а как это можно сделать? Это воспринимай всех людей, которые есть рядом с тобой, так, как будто ты их видишь первый и последний раз в жизни. Так, как будто эти люди являются частью твоей жизни. Так, как будто эти люди являются самым любимым твоим ребенком. Так, как эти люди являются теми людьми, которые маленькие-маленькие дети. Таким образом, у тебя проявляется вот такое вот расширение состояния внутреннего принятия. Такое состояние внутреннего принятия людей, независимо от того, бомж он или нет, воняет или нет, дурак или нет, кричащий или нет, сумасшедший или нет, без воспитания этого человека развивает в человеке внутреннюю духовность. Развить духовность можно, но эта духовность развивается у человека не путем воспитания окружающих людей и воспеванием дифирамб о том, как нужно любить окружающих людей, а путем молчаливого мировосприятия, убирания своего внутреннего эгоизма и человеколюбием с путем расширения внутреннего восприятия людей без анализа. То есть, если человек орет, я его воспринимаю, знаете, говорю, ну ничего, бывает, орет. Вот так.